Всем привет! Наконец-то до меня добралась глобальная версия смарт-часов Amazfit GTR 2. Это очень интересное обновление модели. Производитель проделал большую работу над ошибками и учел пожелания пользователей. Давайте приступим. Коробка с виду вполне обычная, а внутри нагородили небольшой конструктор. Тут две половинки, на которые надеты часы. В одной инструкция на нескольких языках, во второй зарядный кабель. Он зачем-то отдельно упакован с отрывной полоской. Зарядка магнитная, коннектор несовместим с предыдущей моделью часов. Позиционируется с приличным люфтом, но контакт есть, и это главное. Сами часы. Изменился дизайн, теперь вся лицевая панель покрыта стеклом, закругленным по краям. На смену керамическому безелю пришла шкала, выгравированная на защитном стекле. Сбоку также две кнопки. У меня модель из алюминиевого корпуса, который во второй версии стал черным. Такое изменение дизайна не всем придется по душе, но в целом часы теперь смотрятся более универсально, не такими мужскими, как первая модель, скорее унисекс. Снизу у нас по традиции оптический датчик, контакты зарядки и прибавилось отверстий. Помимо барометра в часах появились микрофон и динамик. Корпус скреплен винтами, что дает уверенности в заявленной водозащите на 5 атмосфер. Крепление ремешка осталось классическим на 22 мм, так что с подбором чего-то по вкусу проблем не будет. Комплектный ремешок теперь силиконовый, черный, со стандартной застежкой и двумя бесстопорными тренчиками. Ну и бог с ними, давайте ближе к делу. Работают часы с приложением ZEP. Выбираем язык и видим QR-код для сопряжения со смартфоном. В приложении сканируем его, подтверждаем сопряжение на часах. Несколько мгновений и часы готовы к работе. А в работе они очень интересные. Поехали, начнем с быстрых настроек. По традиции свайп сверху. Тут у нас есть немного информации и кнопки быстрых настроек. Фонарик, белый фон на максимальной яркости. Яркость ручная или автомат. Не беспокоить ручной по расписанию или умный режим. Включаются, когда вы уснули. Режим энергосбережения. Базовая информация только по нажатию кнопки. Подсчет шагов и мониторинг сна. В этом режиме часы способны проработать до 38 дней. Выключается удержанием кнопки. Дальше блокировка дисплея. Индикация блокировки теперь не перекрывает весь экран. При ложных тапах мы видим маленькую надпись внизу. Вся полезная информация доступна для просмотра. Блокировка снимается удержанием кнопки, а не просто нажатием, как в первой версии. Дальше. Поиск телефона. Теперь он есть сразу в быстрых настройках. Следующее. Настройка громкости встроенного динамика. Вроде бы все, но нет. Здесь еще одна страничка с полезными, но не очень нужными кнопками. Это режим театра, при котором будет выключен АОТ и активация по поднятию руки, а яркость установлена на минимум. И в противоположность этому последняя кнопка – включение дисплея часов на 20 минут, что может быть полезным в определенных ситуациях. Тут все, уведомления. По традиции они синхронизированы с центром уведомлений смартфона. Есть иконки популярных приложений, а вот название приложений не пишет, что расстроило. Но могут поправить в будущем. Зато завезли поддержку эмодзи. Правда, поддерживаются не все, но достаточно много и без костылей. Да и опять же могут добавить в будущем. Изображения не показываются. Вызовы в приложениях по-прежнему не поддерживаются. А вот телефонные звонки теперь могут быть не только заглушены и отклонены, но и приняты на часах, для чего присутствует микрофон и динамик. Хотели – получите. Во время разговора также можно переключить вызов на телефон. Список уведомлений доступен по свайпу снизу главного экрана. Дальше поговорим о виджетах. Они по традиции циклично листаются боковыми свайпами на главном экране. Их порядок настраивается теперь в самих часах. Это может быть музыка, паи, погода, пульс, будильники, события, тренировки, уровень кислорода и стресса. А также две новые штуки. Первая – цели активности. Виджет с информацией о дневных целях и прогрессе по их достижению. Здесь три кольца. Шаги, время нагрузки, когда пульс был в зоне сжигания жира или выше, и количество разминок за день. То есть, когда вы стояли или двигались не менее минуты за час. Ниже сожженные калории и пройденное расстояние. Можно задать цель по шагам прямо в часах. Для всех целей предусмотрены уведомления о достижении. Такая вот штука. И второй интересный виджет, который по сути является набором виджетов, назван он умным помощником и может включать в себя разную информацию в виде мини-карточек. Их набор настраивается уже в приложении. Это те же погода, цели, паи, будильник, пульс и кислород, а также до 10 напоминаний, запланированных на ближайшие 3 дня. Вот такая матрешка. Можно настроить виджеты как удобнее пользователю. Кстати, в отличие от первого GTR, здесь перелистывание проходит значительно плавнее. Теперь о циферблатах. Тут тоже все хорошо. Есть 3 жестко встроенных настраиваемых циферблата.
Кто не в курсе, расскажу. При выборе тапаем на этот значок. Видим зоны, в которых можно выбирать, что мы хотим там видеть. После чего применяем и получаем циферблат, подогнанный под наши хотелки. Обратите внимание, настраиваемые поля могут быть стрелочными, но и это еще не все. Теперь загружаемые циферблаты тоже могут быть настраиваемыми. Вот где поле для любителей поковыряться. Ну и последний интересный нюанс. В зависимости от размера часы могут держать в памяти большое количество циферблатов. У меня получилось собрать больше 20. Этого должно хватить любителям менять их на лету. Меню часов вызывается верхней кнопкой. Весь список также сортируется в приложении. Погнали! Цели мы уже разобрали. Погода. Все знакомо. Актуальная информация и прогноз на 7 дней. Показатель активности PAI. Общий балл за 7 дней, график пульса и расчет на сегодня. Пульс. Актуальный замер, график и распределение по зонам за сегодня. Стресс. График на сегодня, распределение по зонам, максимум и минимум. И прямо здесь можно включить круглосуточный мониторинг уровня стресса. Дальше. Уровень кислорода в крови. Тут только ручное измерение. Затяните ремешок, положите руку на стол часами вверх. Немного подождите и получите результат. Далее, виджеты. Тут у нас есть компас. Просит помотылять рукой для калибровки. Сам по себе достаточно тормозной, но работает. Еще с виброоткликом на каждом 30-градусном значении. Барометрический высотомер. Тут сразу и давление, и высота. Для уточнения высоты часы ловят сигнал GPS и бонусом еще внизу координаты показывают. Дальше секундомер. Здесь классика. Время и отсечки. Они листаются. Секундомер может работать в фоне. Теперь таймер. Предустановленный, либо свой. Для настройки у нас теперь доступны часы, минуты и секунды. И таймер тоже может работать в фоне. Ну и последнее, поиск телефона. Можно запускать здесь, если из быстрых настроек не интересно. Вот и все виджеты. Дальше деятельности. Это список тренировок, сохраненных часами. Ну и сами тренировки. Их 12 видов. Это бег, ходьба, велосипед, беговая дорожка, велотренажер, плавание открытое и в бассейне, эллипсоид, восхождение, трейл-ран, катание на лыжах и свободная тренировка. В тренировках доступна настройка целей занятия, предусмотрены уведомления о пульсе, кругах, километрах, вывод графиков пульса, скорости, высоты, темпа и включение автопаузы. Для бассейна, естественно, настраивается длина дорожки. Во время тренировки вертикально листаются страницы с информацией. Слева экран настроек. Тут стоп и пауза тренировки, блокировка и настройка звука. А справа от основного экрана у нас музыка, о которой чуть позже. Касательно точности, GPS показал себя достаточно уверенно, по моим ощущениям значительно лучше, чем в первой версии часов. Но и подбирает иногда, стабильности не хватает. Но это в целом проблема свежих часов и первых прошивок. Огрехи и глюки бывают. Что касается пульса, тут могу только еще раз повторить. Датчик BioTracker PPG от Xiaomi справляется на ура, а здесь он второй версии, еще точнее. В сравнении с нагрудником отрабатывает четко. Тем не менее, на точность могут влиять физиологические особенности пользователя. Хотя у меня волос на руках много, да и пота хватает. Важный момент. Можно свернуть тренировку и пользоваться часами как обычно. После выключения экрана следующее его включение вернет вас к тренировке. Заметили, дисплей гаснет при накрытии, добавлена защита от рукава, а вот кнопкой он не выключается, как раньше. Но и это еще не все. Тренировка, секундомер и таймер могут работать одновременно, а чтобы вам было удобнее, они отображаются в виджете помощника, откуда можно быстро перейти в соответствующий пункт. Ну разве не здорово? Едем дальше. Музыка. Тут тоже интересно. Первое. Часы могут управлять музыкой, играющей в телефоне. Тут, как всегда, информация о треке и кнопки управления. Разработчикам не хватило места добавить кнопки громкости на большой круглый экран, поэтому они вынесены в отдельное меню. Также часы могут играть музыку офлайн. Для этого у пользователя есть 3 ГБ встроенной памяти. Загрузка музыки происходит по Wi-Fi. На часах поднимается точка доступа, подключаемся к ней смартфоном и через приложение загружаем наши треки. Процесс загрузки не быстрый, но если у вас есть личная коллекция, то стоит ее загрузить один раз, и она будет всегда с собой. И самое главное, это работает как на Android, так и на iOS. Как тебе такое, Huawei? К часам можно подключить любые Bluetooth наушники, либо слушать через встроенный динамик. Есть плейлисты, правда только 2 штуки, избранные и тренировка. Либо просто своя музыка. По порядку или что называется на шафле, то есть в произвольном порядке. Управление файлами через приложение на данный момент не предусмотрено, но треки можно удалять непосредственно в часах. При проигрывании музыка сама не сворачивается, когда экран гаснет.
Ну а если ее свернуть, то появляется карточка в меню виджетов. По энергозатратам в паре с наушниками на Bluetooth 5.0 в стандартном режиме без тренировок и прочих фоновых процессов за 1 час у меня ушло 10% заряда, что соответствует заявленным 10 часам проигрывания музыки на одном заряде. Это все, что необходимо знать о музыке в наших часах. Дальше будильник. Стандартно все настраивается в часах и если надо, то через приложение. События – это напоминания, они настраиваются в приложении, а в часах можно только изменить время. Ну и настройки. Кстати, некоторые из них продублированы в приложении, их там даже больше. Например, активация по поднятию, выбор руки и язык часов. Итак, циферблат уже видели, настройки сетей. Здесь можно включить авиарежим и управлять настройками Bluetooth, подключать наушники или разрывать сопряжение с устройствами. Дисплей и яркость. Здесь настройка яркости авто или вручную. Время работы дисплея до 30 секунд. И настройка функции Always On Display. Уже знакомые настройки режима, вручную по расписанию либо умный режим, а также настройка стиля отображения. Тут есть два варианта, знакомых по первой версии, аналоговый и цифровой. И третий вариант согласно установленному циферблату. То, что доктор прописал. Часы показывают время так, как в установленном циферблате, будь он встроенный или загруженный дополнительно. Традиционно выделяется главный родной циферблат. С ним АОТ показывает все, кроме секундной стрелки, в том числе и настроенные поля. Естественно, это сильно влияет на производительность, но с моим режимом работы часов, когда включено все по максимуму и АОТ в умном режиме, часы прожили 4 дня, из которых суммарно 8 часов я бродил в режиме тренировки с GPS. Это очень хороший показатель, я считаю. Дальше звук и вибрация. Здесь выключатель звукоуведомлений, регулировка громкости и переключатели вибрации для уведомлений и виброотклика в системе. И последний интересный пункт – это настройка быстрого доступа по нажатию нижней кнопки и настройка отображения виджетов по боковым свайпам. Ну и стандартные системные информация, перезагрузка, выключение и сброс настроек. И на этом с интерфейсом мы закончили. Но хотелось бы рассказать еще об одной функции, которая скрыта от глаз русскоязычного пользователя, но работает. Это голосовое управление офлайн. Стоит переключить часы на английский язык, как нам становится доступна данная функция. Активация может быть настроена, пока дисплей включен, или 5 секунд после включения, а также 5 секунд после выключения дисплея. Ну а если приложение перевести на английский, то можно нарыть там описание и примеры команд. Вот такой бонус. Жаль, разработчики не дружат с русским. На этом обзор заканчиваю. Подведем итог. Измененный дизайн – вопрос спорный. Кому-то не зайдет, а кому-то понравится, но в целом он стал более универсальным и лаконичным. По прошивке, конечно, есть косяки и не хватает некоторых функций, которые были добавлены в других устройствах компании. Например, мировые часы, управление камерой, дыхательные упражнения. Количество поддерживаемых тренировок тоже немного расстраивает, учитывая, что предлагают конкуренты. Да и настроек тренировок маловато. Встроенное хранилище – это, конечно, хорошо, но вот управление файлами пока реализовано в каком-то зачаточном уровне. Также не помешала бы возможность не только принимать звонки на часах, но и совершать их, синхронизировав контакты со смартфоном. Поддержка эмодзи, опять же, вроде есть, но не полная. Добавят ли в будущем – вопрос. Иконки приложений – та же беда. Несколько особо популярных по усмотрению разработчиков, которые мало что понимают в глобальном рынке сервисов и приложений. А вот не показывать название приложения в уведомлении – это откровенная халтура. Короче, памяти часам завезли, а освоить ее не сумели. Зато теперь у нас есть многозадачность, музыка, ответы на звонки, АОТ в стиль циферблата, плавный интерфейс, приличная автономность и, конечно, смайлики. Что еще нужно от часов? Производитель хорошо поработал над функциональностью, не забыв о пожеланиях пользователей первой модели. Так что я считаю, Amazfit GTR 2 – это отличное продолжение линейки. С удовольствием перехожу на новинку, чего и вам желаю. На этом все, друзья. Жду ваши лайки, подписки и комменты. Если вас заинтересовали эти часы, то в описании обязательно будет ссылка. А если нет, то обязательно расскажите в комментариях, что это всего лишь фитнес-трекер в корпусе часов, без полноценной оси, ответов на сообщения и вообще спать в часах на руке. Это вообще дичь, их по ночам заряжать надо. Короче, будьте здоровы, пока-пока.